Срочное включение, сказал бы я, если бы этот ролик вышел вчера, но поскольку вчера были немножко другие планы, только сегодня мы добрались до этой новости. Совершенно внезапно, без какой-либо на той причины, Konami объявляет о том, что уже в этот четверг они обновят eFootball до версии 3.4.0. Той самой долгожданной глобальной версии, о которой мы разговаривали неоднократно. И давайте все это дело сегодня поподробнее и обсудим, но после небольшой паузы. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiKod — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiKod их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. В Steam уже заканчивается весенняя распродажа. Чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон неведомой щедрости от Габена, прямо сейчас воспользуйтесь пополнением через сервис KupiKod. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiKod не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через KupiKod можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы — Турция, Аргентина и так далее, по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Итак, совершенно внезапно на своем официальном сайте и официальных соцсетях игры Konami объявили о том, что уже в предстоящий четверг игра получит то самое долгожданное обновление до версии 3.4.0. Если вы в танке или банально пропустили наши предыдущие ролики или не подписаны на наши соцсети, призываю вас подписаться, если не подписаны, ссылки в описании. Мы неоднократно говорили о том, что именно версия 3.4.0 ожидается одной из самых глобальнейших за последнее время, и после этой версии все последующие обновления будут уже не столь весомыми, как по контенту, так и по исправлениям. Изначально мы ожидали его вместе с пятым сезоном, однако пятый сезон стартовал, а обновления мы так и не получили. После этого разговоры пошли уже о шестом сезоне, и буквально в предыдущем ролике перед анонсом мы все это дело как раз таки обсуждали. И тут на авансцену снова выходит Konami и объявляет о том, что все-таки обновление до версии 3.4.0 мы получим именно что в пятом сезоне. Как оно и бывает всегда, вместе с обновлением Konami также предоставит по одной бесплатной крутке на один из предстоящих паков, с которой, скорее всего, как всегда, ничего не упадет, но кому-то, возможно, повезет чуть больше. В свою очередь, в своем твиттер-аккаунте Ренан Гальвани сообщает о том, что Konami, судя по всему, столкнулись с какими-то трудностями, и все-таки изначально та самая версия 3.4.0 должна была выйти в пятом сезоне. Но из-за неких трудностей Konami не выпустили новое обновление вместе со стартом нового сезона и, соответственно, не представили трейлер нового контента и в целом пятого сезона, потому что какими бы ни были предыдущие сезоны, несмотря на не самое большое количество разнообразного контента, трейлер для них так или иначе но выходил, и пятый сезон невольно стал исключением. И по словам Гальвани, это самообновление должно привнести какой-то плюс-минус разнообразный контент, который уже в свою очередь можно хоть как-то презентовать, а поэтому вполне возможно, что с обновлением в четверг Konami немножко раскроют подробности все-таки пятого сезона, какой контент мы получим до его завершения, и заодно представят тот самый трейлер. Интересно, почему мы узнаем подобные подробности уже после того, как случился официальный анонс, хотя еще буквально неделю назад Ренан Гальвани также писал, что, скорее всего, обновление до версии 3.4.0 будет только шестым сезоном. Но это в лишний раз к разговору о том, что все слухи, которые витают вокруг Konami и их проекта, они, как правило, редко имеют что-то схожее с реальностью. Да, конечно, некоторые слушки и новости время от времени сбываются, но, как правило, это не постоянная практика, и, как правило, все происходит буквально наоборот, на 360 градусов. И, по сути, вся эта ситуация лишнее тому подтверждение. Но что же касаемо контента, спросите вы? По сути, все, что мы обсуждали до этого, остается и по сей день. То есть, по сути, весь тот контент, который мы обсуждали до этого, он также все еще должен появиться именно с версии 3.4.0. Добавление нового стадиона, добавление, а точнее возвращение клубной лицензии на бразильский клуб Palmeiras, исправление игрового процесса и еще парочка нововведений, которые анонсировали сами Konami
в описании 5-го сезона. Это, в частности, новые ивенты против искусственного интеллекта. До конца непонятно, что они из себя будут представлять, насколько будут интересными, насколько сильно будут отличаться от всего того, что мы имеем в игре на данный момент, и также новые бустеры для футболистов. Касаемо бустов, также доподлинно неизвестно, как они будут выглядеть, что они из себя будут представлять, что кому и как будут прибавлять. В общем, думаю, что в четверг мы уже получим всю необходимую информацию. И даже если все и сразу в игре в четверг не появится, то, по крайней мере, все еще есть надежда на тот самый трейлер, который и прольет свет на тот контент, который мы получим до завершения 5-го сезона. Можно ли сказать, что реакция игроков повлияла на все это? Ну, на самом деле, не уверен. Может быть, Konami вправду как-то обратили на это внимание, но думаю, что и без соответствующей реакции мы бы, возможно, что-то подобное получили. Но не зная всей подноготной работы в Konami, даже наполовину, даже меньше половины, точно сказать нельзя. Как бы то ни было, ожидаем четверг. По возможности все это дело будем освещать, поэтому в лишний раз напоминаю про наши соцсети, группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Подписывайтесь на этот канал, прожимайте колокольчик, ну и не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!